Всем привет, с вами Наталья Рукодельная, и сегодня я хочу рассказать, как я делаю заготовки из яичных лотков для своей массы папье-маше. На сегодняшний день это моя любимая масса. Мне вообще очень нравится лепить, и я пробовала это делать из разных материалов, готовых и рукодельных. Начала я с полимерной глины, обычно лепила из запекаемой, так можно успеть все сделать, как тебе надо, поправить, потом запечь. Работать с ней мне понравилось, изделия получаются крепкие, на века, так сказать. Но глина не дешевая, ее надо заказывать, потом получать. И кроме того, она со временем сохнет, если ее не использовать. Была попытка лепить из соленого теста. Удобная получается масса, и гибкая, и послушная. Но только я с ней не подружилась в плане дальнейшей эксплуатации. Почти все мои поделки рассыпались со временем. Может быть, пропорции не такие, может, лак не тот использовала. Но жалко было смотреть, как они рассыпаются в пыль. А некоторые на даче даже мышки погрызли. Делала я холодный фарфор, тоже интересный материал. Работа из него получается нежная, воздушная, утонченная, и крепости вроде хватает. Но из него что-то большое, типа куклы, не слепишь. Он все же больше для цветов или украшений. И вот в последнее время подсела на папье-маше. И хотя масса получается грубее всех предыдущих, почему-то процесс лепки, шлифовки и опять лепки меня привлекает. Хотя шлифовка не всегда нравится, потому что у меня нет нужных инструментов, все делаю руками. Но зато ничего не рассыпается и дешево. Например, вот лягушка живет у мамы на даче и все лето под дождем мокнет. А африканский набор просто живет на даче и хоть не мокнет, но влажность там тоже приличная, особенно весной, когда все начинает оттаивать. Ну, теперь начнем рассказывать о процессе. Почему я начала делать заготовки? Во-первых, когда моя стопка из яичных лотков начала напоминать Пизанскую башню, с той лишь разницей, что готова была уже грохнуться, я поняла, что надо что-то с ними делать. Кстати, вариант выбросить, конечно же, не рассматривался. Ну и во-вторых, масса хоть и делается просто, но все же не очень быстро, поэтому неудобно, когда в процессе творчества не хватает совсем чуть-чуть и приходится отрываться от прекрасного и идти рвать бумагу. Поэтому я решила, что можно сухую массу сделать заранее. Итак, для начала я рву лотки на кусочки как можно мельче и замачиваю водой. Обычно я оставляю на ночь, но можно и часа на 2, она быстро размокает. Потом я разбиваю бумагу погружным блендером. Для этих целей я специально оставила старый блендер. Воды наливаю побольше, чтобы бумагу было проще размолоть. Делаю это небольшими порциями. Бумага должна стать однородной массой. На дуршлаг выстилаю марлю и на нее вываливаю порциями готовую массу. Когда все порции прокрутила, как следует отжимаю марлю. Не бойтесь отжать всю воду, руками это все равно не получится. Там же на марле оставляю все это немного подсохнуть, предварительно разобрав массу на как можно более мелкие части. Иногда на этом этапе я оставляю и на подольше, так что все высыхает. Тогда перед следующим этапом можно все сбрызнуть водой, потому что масса должна быть немного влажной, иначе ничего не получится. Следующий этап – это разбивка влажной массы как можно мельче, потому что сама она не растворяется почему-то. Я пробовала это делать в большом комбайне, но он не подошел, потому что если класть мало, то бумага размазывается по краям, а если много, то нож просто не справляется. Поэтому я теперь закладываю по чуть-чуть в маленький измельчитель и там перерабатываю. Не забудьте, это должна быть обязательно влажная масса. После измельчителя массу можно использовать, а можно как следует высушить, сложить куда-нибудь и пусть ждет своего часа. Ну вот, в принципе, и все. В следующем видео я расскажу, как делаю массу для лепки и, может быть, что-нибудь еще. Так что до скорой встречи!